Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфакт, и сегодня на обзоре у нас новый лазерный уровень от компании Fukuda с зеленым лазерным лучом. Приходит вот в таком кейсе и в такой упаковке. То есть в принципе неплохо упакован, и сам кейс, конечно, такой очень толстый и мягкий. Дошел уровень где-то за 12 дней. То есть вот так кейс выглядит внутри. В комплекте инструкция вот такая толстая, сам прибор, переходник для зарядки аккумулятора, переходная вилка, мишенька пластиковая, но на мой взгляд бесполезная вещь на самом деле. Такой специальный бокс для батареек, чтобы вместо аккумулятора можно было вставить простые батарейки, поворотное основание и сам зарядник. Так, друзья, и давайте посмотрим все поближе, более детально. Инструкция такая, в принципе, толстая, красочная, но на самом деле она очень малоинформативная. Здесь, во-первых, все на китайском, все про разные приборы, она очень краткая. Вот страница с нашим прибором, и все, что мы можем тут выяснить, это погрешность 1,5 мм на 7 метров, 3 мм на 14 метров. Очень хорошие заявленные данные. Конечно же, мы проверим ее в следующем видео. Диапазон работы компенсатора плюс-минус 3,5 градуса, рабочая температура от минус 10 до плюс 45 и еще какой-то показатель непонятный. В принципе, все. Из инструкции больше ничего узнать мы не можем. Все остальное это уже идут другие приборы. Дальше давайте посмотрим кейс. Сумка очень качественно сшита, все ровненько, все отлично, приятного цвета. Претензий к сумке никаких нет. Классная сумка на самом деле. Зарядное устройство для аккумулятора. Подключается оно отдельно. Зарядник, на него одевается переходник. Сюда вставляете аккумулятор. То есть пока заряжается аккумулятор, можно работать от батареек. Кому интересны технические характеристики зарядного устройства, вот пожалуйста, можете их посмотреть. Дальше сам адаптер, кейс для батареек, он рассчитан на 4 батарейки, которые заменяют аккумулятор. Это на самом деле очень удобно. Пластиковая мишенька и такая поворотная база металлическая. Ну, на этой базе останавливаться подробно не будем. Кому интересно, я делал на идентичную базу отдельный более подробный обзор. Посмотреть его можете, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Так, друзья, ну и сам прибор. Выглядит он таким образом. Полное название модели MV93T2-3GJ. Вот такое длинное название. Здесь уже используется сенсорная панель управления. Есть пузырьковый уровень для предварительной установки. Это очень удобно. Снизу две резьбы. 1/4 дюйма и 5/8 дюйма для крепления на штатив. Отсек идет в комплекте с аккумулятором на 1500 мАч. Это звуковое окошко. Качество сборки в принципе неплохое, но есть в некоторых местах сопряжения деталей такие маленькие расхождения. Но в принципе это не критично. Сам пластик качественный, это резина такая плотная, тоже видно, что неплохого качества. В руке прибор сидит отлично. По всей видимости установлены неплохие LD модули. Но позже мы проверим, сравним его линию по толщине, посмотрим, как она ведет себя на разных расстояниях. Втулки обоих креплений под штатив сделаны из латуни. Ну, то есть видно, друзья, что качество материалов весьма-весьма неплохое. Приятный как и с виду, так и на ощупь прибор. Да, друзья, цена этой Fukuda на сегодня 10 400 рублей. На самом деле это очень классная цена по сравнению даже с конкурентами на китайском рынке. Он стоит всего на 300 с лишним рублей дороже, чем Fireco 3D Green. Но опять же у Fireco 3D Green очень простая комплектация. Здесь же работа от аккумулятора в принципе решена в полном объеме, и также можно работать от батареек. И в комплекте все-таки полноценное поворотное основание с микровинтами. Так, друзья, ну давайте посмотрим. Двухпозиционный тумблер и сенсорная панель управления, где клавиша лазер отвечает за переключение плоскостей по отдельности, а красная кнопка отвечает за включение режима работы с приемником. И также есть соответствующие индикаторы, вплоть до низкого заряда батареи. При выключенном состоянии компенсатор заблокирован, блокируется очень жестко, ничего не трясется. И соответственно при удержании клавиши лазер загорается горизонт при заблокированном компенсаторе. То есть можно размечать что-то под наклоном и также переключать плоскость. Да, в этом режиме он также мигает где-то раз в 5 секунд, что в принципе не критично для работы. Если мы разблокируем маятник, то алгоритм включения плоскостей такой. Очень даже интересный, на самом деле, первый раз такой вижу. Ну то есть когда нивелир у вас выключен, вы его включаете, у вас сразу загорается горизонт. При следующем нажатии у вас загораются две вертикали одновременно. Горизонт отключается. То есть одну вертикаль вы включать не можете. Либо две вертикали, либо один горизонт. Следующее нажатие добавляет яркости линиям, причем двум вертикальным. Горизонт остается неизменным по яркости. То есть вот смотрите, сейчас нажму и линии станут гореть чуть ярче.
Вот если вы заметили, то мощности добавилось. Не знаю, насколько это будет удобно и нужно ли это вообще в принципе, но тем не менее вот так здесь это все реализовано. И следующее нажатие включает все вместе, и вертикали, и горизонт. И красная клавиша переводит режим работы с приемником. Сейчас линии будут гореть чуть тусклее. Вот если вы заметили, я на нее нажал, загорелся соответствующий индикатор снизу, и линии начали гореть чуть тусклее. В этом режиме работайте с приемником до 50 метров. Давайте теперь поговорим про компенсатор. Он имеет диапазон работы 3,5 градуса во все стороны, то есть при большем наклоне линии будут мигать и будет издаваться звуковой сигнал. Скорость установки компенсатора после толчка или включения в районе 3 секунд. В принципе, достаточно неплохой результат. Поэтому к системе компенсирования в принципе также вопросов нет. Так, друзья, предлагаю теперь проверить толщину линии и ее яркость на разных расстояниях. Давайте посмотрим на 1 метре, 5 метрах и 15 метрах. И сравним его с Fireco 3D Green. Но у меня имеется Fireco 3D Green с излучателями от компании Osram. Сейчас же на Fireco 3D ставятся LD излучатели также, только от японской компании Sharp. Они имеют немножко другой цвет, но в принципе тоже очень хороши. В Fukude же устанавливаются также LD лазерные модули, но они держат в секрете именно производителя. Но я подозреваю, что это LD модули местного китайского производства. Конечно, давайте сравним и посмотрим. Вот наши два экземпляра. Видно, что Fukuda чуть подлиннее, чем Fireco. В остальном же по ширине и по высоте они одинаковые. Давайте посмотрим толщину линии на 1 метре. Так, друзья, на 1 метре обе линии очень яркие. Сверху это линия Fukuda, снизу Fireco 3D. Линия Fukuda мигает. Давайте включим режим работы с приемником, и она перестанет мигать. По толщине линия у Fukuda чуть-чуть потольше, чем у Fireco. То есть на 1 метре можно сказать, что Fukuda немного выигрывает Fireco 3D. По яркости линии одинаковые. Давайте посмотрим теперь на 5 метрах. Так, друзья, на 5 метрах уже ситуация такая. Сверху идет линия Fireco, она на порядок ярче, чем у Fukuda, но по толщине линии уже становятся одинаковыми. Чуть более 1 мм. Давайте посмотрим, как обстоят дела на 15 метрах. Так, друзья, на 15 метрах видно, что Fireco намного ярче, Fukuda идет сверху, но по толщине они примерно одинаковые, где-то в районе 4 мм. В общем, друзья, вполне достойный прибор, уступает только Fireco по яркости, в остальном же все так же в принципе на высоте. Сборка, есть небольшие помарки, но они практически незаметны. Есть режим работы с приемником, есть работа с заблокированным компенсатором, то есть в принципе набор функций практически максимальный с некоторыми недочетами. А по большому за эту цену, пожалуй, это будет самое оптимальное, интересное предложение. Да, надо еще, конечно, проверить его на точность. У него заявлена довольно высокая точность, выше, чем у Fireco 3D. Но на данном этапе прибор понравился, поэтому кого заинтересовал, ссылку на проверенного продавца, как всегда, оставлю под видео. Переходите, смотрите, кому понравился, заказывайте. Друзья, на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, если видео было полезным. Всем добра, пока-пока.